В багажнике. Ну почему не багажник? Слышь, вот как-то смешно после машины. Да я знаю, что это не кофр, я троллю тех, кто будет меня троллить. Они ж полслова слышат, вот эти тролли, да? Они услышат багажник, они еще не услышат, что я их троллю. Они побегут уже в комментарии писать, это кофр называется, ты не знаешь, что ты снимаешь обзор про мотоцикл. Я вам больше скажу, я не умею ездить на мотоцикле. Я один раз в жизни ездил на Дельте или Карпатке, там был мопед. Я упорол в нем двигатель, потому что думал, что первая скорость это быстро, а вторая это пи***ц как быстро. И поэтому я ездил все время на первой, потому что боялся. А нас сожрут опять. Ну я Peugeot снимал, меня сожрали, у меня вся голова чесалась еще 2 дня. Коле тоже пи***ц, мне кажется. А мне еще жена подъебала с этим кремом. Слышишь? Я весь белый, я весь день обзор. Зачем ты бегаешь? А? Умно. Ты как раз разогреваешься, сейчас кровь. Они сейчас как раз... Я забыл, что я говорил из-за тебя уже. Вот туда беги просто в Мегу, за водичкой можешь сбегать. Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня необычный обзор. Не любят, когда я так говорю, говорят, что необычного. Я сейчас буду перечислять, что у нас необычного. Goldwing у нас уже был на обзоре, и в него уже ставили музыку, тут ничего необычного нет. Но этот Goldwing приехал из Москвы, приехал он не своим ходом, а его отправили нам транспортной компанией. Он приехал к нам в обрешетке. Необычная здесь аудиосистема. Никто раньше не ставил такие аудиосистемы. Ни по компоновке, ни по громкости, ни по качеству, ни по мастерству исполнения. Необычная аудиосистема не только этим, но и буквально каждым своим компонентом. У нас, во-первых, установлен 99-й Pioneer на мотоцикле. И он не просто установлен, он распаян. У нас установлен дополнительный аккумулятор. У нас стоит 2 сабвуфера, и не просто сабвуфера, а очень крутых сабвуфера. Также не совсем обычный бюджет. Такой бюджет уходит обычно на машину. Достаточно громкую, достаточно богатую. Мотоцикл у нас 2009 года. На рынке такой стоит примерно 800 тысяч рублей. И половину от стоимости самого мотоцикла составила стоимость инсталляции аудиосистемы. 400 тысяч примерно она вышла, если не считать там дополнительные расходы на транспортировку. Рамилю надо отдать должное. Он не ставил перед нами практически никаких рамок ни по бюджету, ни по переделкам в мотоцикле. У нас были полностью развязаны руки, мы разгулялись. И получилась просто супер аудиосистема. Мне очень нравится и как она звучит, и как она выглядит, и насколько породистая она получилась. Вот это из тех аудиосистем, про которые можно в журнале написать текст, и его будет интересно читать, и он будет впечатлять. Задняя кофра на Goldwing это очень спорный момент. Есть, я так понял, 2 религии, да? Это те, кто ездит на вот этих бейгеров. Вот как у моего кума, сегодня мы его тоже поснимаем, сравним с его мотоциклом. Кто не знает, у нас уже есть обзор Goldwing на канале с музыкой. Мы сегодня вспомним, что мы туда устанавливали, и сравним с тем, что у нас получилось во втором исполнении. Для Loud Sound это второй опыт всего лишь в инсталляции автозвука в мотоцикл. Эта кофра влияет не только на удобство. Те, кто ездит без нее, осуждают, говорят, она смотрится, да, не очень. Он такой для дальних поездок больше, но он менее спортивен, чем бэггер. Но стоит сказать, что если бы не было этой кофры, мы бы не смогли выполнить те задачи, которые были перед нами поставлены. Громко, качественно, дорого, красиво. Давайте вспомним, что мы сделали в первом Goldwing и сравним его с тем, что мы сделали сейчас. Пишите в комментариях, какой вам нравится больше. Мне вот этот. Это у нас версия бэггер, она более городская. У нас здесь отсутствует кофра задняя. Здесь у нас она стоит. Это намного более удобно, и для музыки это было просто идеально. Это мотоцикл, в котором получилось реализовать систему, задумайтесь, которую не в каждом автомобиле можно реализовать, не только там по бюджету, но и по месту. Однако вот этот мотоцикл смотрится гораздо более, как это сказать, строго. Конечно, для дальних поездок он не очень предназначен. Рома вот на нем дальше Темирника никуда не уезжал, да, ни разу? Или в Грузию, да, ты ездил раз 10 уже на нем? Да я шучу, конечно, Рома, я не знаю, ну у тебя не остывает, да, наверное? Я что-то сломал сейчас? Это нормально?
там он Нет, он просто, если упадет, будет хоть нормальный обзор. Тогда будет много людей смотреть. Как я уронил кума мотоцикл, а он мне даже не предъявил, да, ничего? Нет? Правила знаешь? Упал, купил. Нет, ну в случае с кумом уронил, подарил. В предыдущем проекте из-за ограничения места мы не смогли установить головное устройство, мы не смогли установить процессор. Эту проблему решил усилитель JBL, который берет сигнал по высокому уровню, может преобразовывать сигнал со штатной башки, мы от нее не отказались, с нее можно слушать музыку. И также он сам по себе является источником сигнала, по Bluetooth можно к нему подключиться и передавать звук прямо на усилитель. То есть у нас здесь получилось сразу два источника. Однако с настройками беда, мы ничего не могли настроить. Беда с громкостью, то есть сабвуфера мало, вот Рома постоянно жалуется, ему мало сабвуфера. Но я ему говорю, вот лучший вариант в этом случае это купить автомобиль. Он Хаммер слушал, да, ты вначале говоришь, меня убьет, меня тошнит, а потом я его домой отвозил, он говорит, ну навали еще, я говорю, это на всю уже. И он после этого говорит, ему мало, короче, в мотоцикле. Конечно, мало. Сабвуфер, я напомню, у нас тоже здесь стоит не самый мощный, Пионер, но мощный здесь в принципе поставить некуда, очень мало объема. Я тебе предлагаю вот этот мотоцикл, кстати, купить, Ром. Сразу вот с музыкой. Рамиль сейчас наслушается, да? Будет продавать, берешь и музыка, эмоции. По установке динамиков, это самая сложная здесь тема, мне кажется, именно по эстетике. Потому что то, что мы видели до этого, да простят меня ателье, в основном московские, в основном в Москве это делают, они хорошо делают, но опыта установки эстрадного звука нет. Обычные шестнари берут, как сиалки берут и ставят просто, ну, лепят кругляш какой-то, перетягивают его строчкой, чтобы это богаче смотрелось, как кастом. А здесь мы сразу поняли, ну, вот так делать нельзя в мотоцикле. Это наружка, это все видят. К тому же нужно было сделать как бы показательный мотоцикл, потому что это был первый для нас опыт, надо было сделать хорошо. А лучше Жени Чубаря из Матвеев Кургана пока никто этого не делает. Здесь Женя сделал еще лучше, здесь он применил больше фантазии. Плюс с Рамилем они в реальном времени все это обсуждали. То есть и Рамиль приложил здесь руку, и Жене надо отдать должное. То есть вы понимаете, эта работа была с заказчиком на удалении, по фотографиям. И то, что получилось на выходе, ну, твоим же ожиданиям соответствовало, да? Никаких моментов не было, вот, что на фотографиях выглядело так, потом вживую по-другому. То есть ожиданиям полностью соответствовало. Даже больше. Наоборот, случилось так, что на фотографиях это выглядело как-то красиво, это тянуло на завод. Я был доволен уже по фотографиям. Но когда я приехал и увидел это вживую, это на самом деле доставило какие-то новые эмоции, которые я давно не испытывал. Роль этого мотоцикла в этом проекте. Ну, во-первых, Рамиль увидел его в обзоре, да, и решил сделать похожий проект, но чуть более громкий, чуть более Я дорогой. скажу, как оно получилось. Я долго думал о том проекте, я хотел индивидуальный проект, я хотел сделать так, чтобы ничего похожего и близко не было ни у кого. Я анализировал и смотрел, и я встречался с людьми, я шерстил интернет где-то, наверное, в районе года. Я смотрел. Просто случайно в YouTube вбил Goldwing и выскочил ролик, я увидел этот мотоцикл, и двух мнений здесь быть не могло. Ничего близко похожего в Москве, то есть как бы именно по стилистике, я не видел. Хотя я посмотрел много мотоциклов, сразу было принято решение только Ростов, только Loud Sound, и без сомнений. И я полностью доверился, и это превысило все мои ожидания. Собственно, сложности. Ну, эстрадный звук, понятно, у нас большой опыт, и люди, ну, другие ателье не лезут туда даже, ну, а если полезут, будет очень много подводных камней. С чем мы здесь столкнулись? Во-первых, нам нужен маленький твиттер, потому что мы не сможем разместить здесь полноценный подиум под рупорный твиттер, а автомобильные маленькие шелковые так не играют. У нас спасла уже не в первый раз P-Audio 407N, которую можно достать из рупора, и ее мембрана с магнитом такого маленького размера, что помещаются в штатные места автомобиля, ну в данном случае мотоцикла. И в этом мотоцикле они у нас расположены, и никакого другого варианта, к сожалению, на данный момент нет. Только P-Audio 407N. Единственное, что сейчас можно поставить из твиттеров, громкое и маленькое. По поводу динамиков. Мотоциклы моются керхером, они попадают иногда под дождь. Нам нужны были динамики и с хорошей влагозащитой, так скажем,
и громкие, и грамотно распределить диапазон частот. Потому что, играя на улицу, понятно, у нас с низами будет огромная проблема. Объема здесь нет ни под мидбас, ни под сабвуфер. То есть очень сложность большая в настройке возникает системы. Поэтому динамики должны быть при всем при этом еще и широкополосные достаточно. Ну, широкополосниками, конечно, то, что мы установили сюда, назвать нельзя. Но выбирались динамики с максимальным диапазоном частот. В случае с этим мотоциклом. В случае с этим мотоциклом у меня руки были вот развязаны. Как в настройке, так и в подборе компонентов. Получилось просто шикарно. Сейчас я вам покажу, почему. Передняя часть аудиосистемы у нас получилась идентична первому проекту, за мелкими косметическими исключениями. Вверху мы установили уже проверенные 3 FE22 и P-Audio 407N, как я уже сказал. А снизу вместо Fatal Pro на предыдущем проекте поставили чуть более длинноходние BNC. Никогда в жизни не запомню, как они называются. Сейчас, подожди, я попробую. 5 NDL 38. Ни хрена себе, я что сказал, правильно сейчас? Да. Собственно, вот главное изменение. И гвоздь программы, наверное, так сказать. Хотя тут гвоздей много, да, программ. Тут все, конечно. Тут куда ни посмотри, все круто. Но если это у нас было уже, это выглядело круто и всех тогда удивило. Ну, это уже как бы было. То установка 99-го на мотоцикл распаянного, который находится спереди в свободном доступе. Рамилю только не понравилось, что Bluetooth нету, да, но, к сожалению, ну ты уже понял, да, что в принципе лучше так, чем соглашаться на устройство хуже, был бы хуже звук. Качество звука мы потеряли бы, конечно. Я бы не смог так вывести систему, настроить. Это просто шикарно, что здесь 4 полосы, плюс у нас очень хорошо разведено усиление по динамикам. Прежде чем про распределение полос рассказать, расскажу, собственно, про тыл. Это для нас новый опыт, и здесь Женя Чубарь, конечно, проявил себя во всей красе. Я не ожидал, если честно. Я знал, что он хорошо сделает, я уже давно привык. Я ему говорю: Женек, будет колхоз. И будет так, будет так. Он сам всегда знает, как сделать, и ну, он видит реально, что будет на выходе. Я не видел, что это будет так. Смотрите, что бы сделали просто в ателье, в любом, да, на мотоцикле, что делают? Делают здесь такую опухоль и вставляют туда 16-й динамик или 20-й, как повезет. Что сделали бы люди более продвинутые? Они бы слепили вот этот подиум и перетянули бы его. Но Женя, он сделал вставки. Это выглядит реально как завод. Стилистику полностью попадает, отлично покрашено. Кроме эстетики, сложности возникли, естественно, в объеме. Прокачать мидбас на улицу — это очень сложно. Кто занимается автозвуком, это прекрасно знает. Если в салоне вы закрыли двери, у вас есть объем салона, объем двери, динамик играет достаточно громко и низко. На улицу в любом случае нужен объем, либо вы должны качать только средние и высокие частоты. Миды у нас здесь стоят такие же, как спереди, но другого диаметра. Там у нас стоят 5 NDL 38, да, красавчики. Здесь стоят BNC 6PS 38, и играют они от 80 Гц. Это очень впечатляет. Правда, сверху я их порезал достаточно рано, где-то на, не помню, 300 или 400 Гц. И вот на этом моменте начинается именно то преимущество, о котором я сказал в начале. Почему эта система получилась очень классная. По факту она не 3, не 4-полосная, полос больше. Потому что у нас динамики стоят спереди и сзади одинаковые, только твитеры. Остальные динамики у нас стоят как по размеру, так и по амплитудно-частотным характеристикам разные. Поэтому получилось порезать каждую полосу с магнитофона на свои частоты и добавить среза на усилителях, на те динамики, которые не могут играть нижние частоты. То есть на улицу у нас получается по факту одна полоса, это у нас твитеры перед-зад, они у нас играют от двухканальника аудиосистем, усилки я вам сейчас покажу. Следующая полоса — это серединки, но они разные, поэтому был установлен 4-канальник. На 4-канальник приходит, соответственно, одна эта полоса передней и задней серединки, порезанная на 125 Гц. Но передняя серединка, она очень маленькая, это троечка, ей очень много это, поэтому ее мы подрезали на усилителе. Таким образом, мы получаем первый канал твитеры, второй канал одна серединка, третий канал другая серединка, и у нас остается еще миды. Миды, соответственно, тоже разного размера, они висят на еще одном 4-канальнике аудиосистем, на них приходит также один канал с Пионера, и этот канал подрезан снизу на 80 для задних мидбасов и чуть добавлено для передних на усилители. У нас 6-полосная аудиосистема в мотоцикле, ребята. Это на самом деле случай уникальный, и он ситуационный, мы не планировали. То есть я
Это понял вчера при настройке. Богатство настройки просто нереальное. Добавляем сюда 99-й Пионер, который режет все, что угодно, как угодно, любым порядком, любую полосу. И, соответственно, в двух кофрах у нас расположились два сабвуфера. И сабвуферы у нас тоже породистые, GL Audio. У нас не породистого нет в этой аудиосистеме, ничего. В багажнике. Ну почему не багажник? Слышь, вот как-то смешно после машины. Ну понятно, да я знаю, что задний кофр, я троллю тех, кто будет меня троллить. 4 усилителя у нас здесь установлено и магнитола. 3 аудиосистем и 1 Pride. Аудиосистем у нас стоят все X-серии, двухканальник на твиттеры X122D и 2 четырехканальника на передние и задние среднечастотники и на передние и задние мидбасы. Греться это все будет, я сразу отвечаю на ваш вопрос, предугадывая. И вчера вот при настройке прогрелось. Не криминально, но если будет мотоцикл долго слушаться на солнце, в пробках там, например, стоять, вот сейчас там 30-градусную жару, я думаю, будут защиты, в принципе, этого бояться не надо. Но если они слишком частые, этот вопрос надо решать. У меня вот в Бэхе защиты были там, ну, раз в 40 минут, в 50, если на всю слушаешь, там 50 минут, защиты происходили. Кроме 2 четырехканальников, одного двухканальника, одного моноблока Pride Little One и тушки магнитолы Pioneer 99, и здесь еще под фальшполом, я вас сейчас совсем добью, установлен аккумулятор. И чтобы окончательно вас добить, это Stinger SPP 680. Очень крутая батарейка. То есть, понимаете, да, в этом проекте у нас компромиссов нету практически никаких. По головному устройству 99-й Пионер, как я уже неоднократно говорил, это топовое и единственное в своем классе устройство. Есть еще Sony RSX G9, но он не имеет встроенного процессора, и его купить гораздо дороже, чем Пионер. Однако вот компании Пионер в упор, скажу, вот говорил уже много раз и представителям компании, доработайте его. Здесь не хватает всего лишь двух вещей. Это Bluetooth и нормальной зарядки на 1,5 или хотя бы 1 ампер. Здесь пол-ампера. Здесь стоят 4 цифроаналоговых преобразователя. Я недавно сказал Бёрд Браун, простите меня, пожалуйста, это я по старой памяти. Это они стояли в 80-м и, по-моему, в 88-х. Здесь стоят другие ЦАПы. Забываю, как они называются, АК, по-моему, но они стоят достаточно высокого уровня, и их здесь 4. Понимают этот магнитофон как флешку, так и iPhone. Вот с андроидом у меня какой-то странный опыт произошел. Я не знал этого. Владельцы андроида, напишите мне, пожалуйста, программу, которую я могу в него установить, чтобы он распознавался как флешка. Я еще этим не занимался, но при подключении устройства на андроиде к этому магнитофону, я так понимаю, к любому другому, которое не заточено на работу с андроидом, он просто пишет no device, он не видит ничего. То есть устройство не определяется ни как медиаплеер, ни как внешний диск. Сабвуферы, я вас обещал добить аккумулятором, нет, сейчас я вас добью сабвуфером, это GL Audio, и очень крутые GL Audio. Мне очень понравилось, как они и выглядят, и играют. Шикарное просто устройство. Знаете, как есть анекдот какой-то, мне к умным или к красивым, да? Это умные. Вот, в отличие от красивых, здесь получилось расположить целых 2 сабвуфера. Сабовое звено здесь проапгрейжено, в отличие от первого проекта, за счет, во-первых, 2 сабвуферов вместо одного, объемов. Объемы здесь получилось сделать больше, по 15 литров каждый ящик у нас. И кроме того, динамики расположены не наружу, а внутрь, в колесо, диффузорами, создавая таким образом еще объем дополнительный под мотоциклом. Получили достаточно неплохой, глубокий, громкий бас. Ну, для улицы громкий. Это еще не все. Добить вас надо ценой, да? 2 сабвуфера в этот мотоцикл обошлись 50 тысяч рублей. Сейчас повылезают SPL-щики сразу и скажут, что за 50 тысяч можно взять 2 18-х неодимовых сабвуфера с карбоном в тюнинге с рук на бас-клубе. Задача была в малом объеме, хороший, качественный американский бас породистый. И вот GL-ки здесь справились. Если Рамилю пригодятся задние кофры, он сюда может вытащить сабвуфер, они съемные у нас, причем быстро съемные, они просто плотно там сидят очень, их с трудом, но можно достать, ничего не откручивая. Ну и багажник, можно сказать, остался, да, кофра задняя, извините, пожалуйста. Пишите, как правильно, кофра или багажник. Я знаю, как правильно, не пишите. Еще одна вещь, почему у нас обзор сегодня необычный. Сегодня сам владелец мотоцикла в данном случае, я все пытаюсь его автомобилем назвать, расскажет о своем байке. Рамилю задам буквально несколько вопросов, он на них ответит. Если вам что-то интересно, еще пишите в комментариях ваши вопросы. Так, у нас мотоцикл S-класс среди мотоциклов, по аналогии с автомобилями. Это как вот BMW 7, Mercedes S-класс, Audi A8. Чем он такой
как сказать, премиальный, расскажи, что в нем есть, чего нету в обычных мотоциклах. Самое главное отличие именно этого мотоцикла от его одноклассников и других видов мотоциклов, это то, что именно в этом мотоцикле можно установить качественный звук. Благодаря наличию вот этих вот багажников, либо кофров. По моему личному убеждению, повторюсь, только в этот мотоцикл можно разместить именно аудиосистему такого уровня. Другие же отличия этого мотоцикла, много таких комфортных опций, как, например, подогрев сидений обоих с регуляторами, круиз-контроль. Очень удобно для дальних поездок, потому что этот мотоцикл позиционируется как турист. Здесь присутствует низкий центр тяжести, и при дальних расстояниях, при дальних поездках он очень комфортно ведет себя на дороге. Хотя не устает ни спина, не устают ни ноги, то есть как бы ни руки. Обдув, если вдруг непогода, либо стало холодать, ночью можно включить обдув для ног, соответственно. Имеется такая опция, как задняя передача. Мне хотелось, чтобы качество звука было на высшем уровне. Я считаю, что мы не просто этого добились, мы превзошли все мои ожидания. Я безумно доволен, я безумно благодарен. Вот. Работа сделана на 5 баллов. Здесь самое главное — это качество звука, качество баса, вот. Различные композиции играют просто. Сегодня мы проехались по городу, вы увидите это видео, и столько радостных улыбок, сколько мы видели. Люди танцевали, люди там, не знаю, там приветствовали, там просто были, ну, балдели, одним словом. Надо отдать должное и городу Ростову здесь. Очень дружелюбные люди. Вот такой действительно необычный обзор получился. Я надеюсь, он вам очень понравился. Я считаю, что это вот прорыв в мотозвуке, да? Давайте это мотозвуком называть. Я думаю, есть какие-то эксклюзивные проекты, скорее всего, за границей, которые в принципе похожи. Но с 99-м Пионером, с распаянным, с эстрадкой трехполосной спереди, трехполосной сзади, 2 сабвуферами. Кроме всего прочего, у нас эстетика получилась шикарная. С подиумами, которые не просто выглядят хорошо, а сделаны под дизайн самого мотоцикла. Самая большая сложность с этим проектом то, что он удаленный. В такого рода проектах сложных и дорогих, конечно, вылезают потом косяки. Благо мы сегодня некоторые увидели, завтра их Тигран уже подправит, да? Понравилось, ставьте палец вверх, не понравилось, кому это может не понравиться? Слышь, кто вот дизлайки заходит, ставит? Вот как можно этому мотоциклу дизлайк поставить? За что? За орла. Мне орел не нравится, я тебе честно признаюсь. Ну это фишка, да, это кто вот понимает, что такое Goldwing, да, там орел это круто. Только делай себе орла на приору, давай приколимся. Да, я знаю, что ты его купил с этим орлом, иначе я бы не говорил, я бы сказал, какой красивый орел. Не вздумайте за орла дизлайк поставить. Если есть что сказать, пишите в комментариях, только очень культурно, не культурный, до свидания сразу. Сейчас мы пойдем к Леше в Керамик Про снимать красивые кадры. И что, и всем покажи, видео громко. Комары жрут, поехали. Давай, смотри, сейчас знаешь, что надо сказать? Скажи всем пока, живите громко, по-армянски. А чё? Ты, ну хоть бы Google переводчик, блядь, скачал уже. Армянин армянский не знает, ну как так? Охуенный диджей. Не слышал, да? Это автоматический климат-контроль, все, что вам нужно повернуть вот эту ручку, а дальше ветер делает все за вас. Видишь, еще и без шлемов ездят. Без шлемов даже? Да, ну он за девчонку Ты посадил. не одобряешь, да? А на спорте нет, ни в коем случае. Дрифтолог.
Кандидат дрифтологических наук, да? Дрифтян тебе надо было фамилию такую сделать. А можешь поменять себе? Нет. До сих пор можно. Кто-то летит с Эмиратов, да? Максимум с Москвы. Живут же люди, один я как хрен на блюде. С Таиланда может лететь, почему? Я в Таиланд с Ростова взлетал. Ну я ебал этот самолет, слышишь? Мы 13 часов летели с дозаправкой в Пакистане. А в Пакистане никого не выпускали из самолета, а заводиться же нельзя. И там такая жара началась. Стояли 3 часа в Пакистане. Ходили? Да, ты что? Там везде собаки, я спрашивал. Ладно, давай дальше. В смысле, ну просто интересно же было. А то опять сейчас скажут курить. Кому-то это может показаться не со... Да ёбаные же мошки, а. Ну конечно, пацаны нормальные на спортиках гоняют, жопа выше головы. Я понял, чем жопа выше головы, тем круче, правильно? А вот это самые не крутые. Ну они поняли жизнь, да? А если я скажу багажник, меня мотоциклисты затроллят? Смотри, у тебя есть... Багажник, короче, это багаж. Ну там багаж же складывается. На все мотоканалы идите и говорите, там какой-то странный парень кофры назвал багажник. Я не хочу ни с кем на мотоцикле ездить. Нахуй оно мне надо? Я знаю, что это такое, я понимаю. Давно бы купил, если бы у меня мозгов было чуть меньше. Пользуясь случаем, напишите. Я что-то зашел там в Google Play, опять напоролся на кучу комментариев. Вот мне жалко этих людей, если честно. Я пользователь андроида всего неделю. Но читаю комментарии, это просто жесть. Когда люди пишут свои устройства, говорят, у меня на этом устройстве то не работает, а на этом это. Она не оптимизирована просто сразу для всех, поэтому у всех разные косяки. И вот программу для того, чтобы распознавалась как флешка, я не нашел. Я нашел какой-то Пионер, там что-то Play, которая обновлялась последний раз в 2012 году, даже устанавливать не стал. Поэтому, если знаете, напишите. У него, оказывается, есть все. Колек, а ты сейчас попал, да, в кадр? И потерялся. Это, и как ты терялся, тоже попало в кадр, короче. Ёбаный самолет же, а. Нас или сожрут, или сейчас свет окончательно пропадет. Да похуй на самолет, короче, его не слышно. А мне еще жена подъебала с этим кремом. Слышишь? Я весь белый. Я весь день обзор. Зачем ты бегаешь? Сколько она стоит, а? Я не знаю. Смотрите, что Леша делает. А это можно вообще выкладывать, что ты ее трогал, до нее дотрагивался? Это в новом кузове Turbo S. Скажите честно, вас заебала музыка, да, уже? Нет? По статистике хотя бы одного должна была заебать. Меня заебала уже сегодня. Леша. Да он не будет никогда все равно BMW. Что его делать? Как ты Мерседес не полирован, BMW не станет.